Клево всем, друзья! Сегодня 1 марта. Всех с первым днем весны. А я приехал на канал с поплавочной удочкой половить карасика. В этом канале есть карась, красноперка, таранка, плотва. У меня будет основа карасик. То есть все буду делать для ловли карасика. Вот такая 6-метровая удочка. Какой-то китаец недорогой. Посмотрим, что получится. Думаю, будет очень интересно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Так как в планах у меня именно карась, прикормку буду делать тяжелую и даже немного с грунтом. Хотел больше грунта, но очень сыро. То, что смог насеять довольно немного грунта, хотелось бы раза в 3 больше. Вода холодная, поэтому думаю, грунт будет не лишним. Хотя если по теплу, для карася можно было бы смело делать просто тяжелую прикормку, и этого бы хватило. Но так как вода еще холодная, рыба только начинает активизироваться, поэтому наша задача сделать прикормку победнее, но в большом объеме, чтобы рыба скапливалась и постоянно рылась, поднимая муть, создавая ажиотаж, выбирая частички корма. Значит, мешать мы будем черный лещ, плотва тоже черная, увлажненка, и мотыль увлажненка. Вся прикормка мелкая, будет пылить. В числе вкусных частиц мы добавим немножко мотыля в прикормку, буквально немножко, чтобы он был, чтобы рыба искала его, выбирала, создавая муть, поднимая ажиотаж. Для начала добавим немножко воды. Земля очень влажная, очень сырая, поэтому в нее мы ничего добавлять не будем, никакой влаги. Она и так уже очень сырая. Прикормку сделаем чуть-чуть сначала суховатой. Когда смешаем прикормку с землей, тогда уже будем выводить до нужной влажности. Ну вот, первый этап самой замеса прикормки, водички, добавки готов. Пусть она раскрывается, настаивается, а мы пока займемся удочкой. Рыбалка будет происходить со дна, поэтому мне нужно точно выставить глубину. Сам поплавок у меня огружен так, что если все грузила, включая подпасок, находятся над дном, то антенка погружается относительно тела миллиметров на 5. И большая часть антенки торчит. Таким образом я буду лучше видеть поклевки. Чтобы правильно выставить, мне нужно, чтобы поплавок тонул. Для этого я небольшую дробинку поджал на крючок. Легко потом снять, но зато я сейчас начну правильно вымерять. Поставил примерную глубину, забрасываю в точку ловли. Поплавок утонул. Начинаю постепенно увеличивать глубину. Утонул. На данный момент поплавок торчит так, что его тело на несколько миллиметров выглядывает из воды. Это говорит о том, что основные груза у нас поднялись над дном, а подпасок еще лежит на дне. Чуть уменьшаем. Поплавок утонул. А ну проверим
Может, тут обрыв? Да. Тут в месте ловли идет по снижению дна свал. Чуть-чуть подтягивая поплавок, антенка начинает торчать. Вот, на данный момент антенка торчит где-то на сантиметр. Если я чуть-чуть на себя подтяну по свалу вверх, антенка торчит так, как я отгружал поплавок. Значит, вот в том месте, где сейчас находится поплавок, дробинка лежит на дне, на крючке. Значит, крючок касается дна. Теперь у меня поводки все по 15 сантиметров. Я знаю, что вот эта глубина, это в месте ловли крючок лежит, касается дна. А мне нужно, чтобы крючок лежал на дне. Чтобы точно знать глубину в месте ловли, основную отметку, я на удочке маркером делаю отметку. Вот это нулевая отметка, когда крючок касается дна. Поводок у меня 15 сантиметров, а мне нужно, чтобы он сантиметров на 10 лежал на дне, чтобы подпасок был поднят. Мы добавляем глубины в районе 10 сантиметров. Сейчас поплавок будет у меня в этом месте тонуть. Поплавок утонул. Теперь снимаем вот эту дробинку, и поплавок должен выйти на нормальную рабочую глубину. Все отлично. Все. Нашли нужную нам глубину. У нас крючок лежит на дне, а подпасок сантиметров на 5 поднят над дном. Но там свал, поэтому чуть-чуть подтаскивая к себе или закидывая чуть дальше, можно чуть варьировать. То есть мы ловим на самом, прямо на свале. Именно для отмера точной глубины, чтобы знать точно, где мы будем ловить, точно выставлять глубину, поводки нужно делать всегда одной длины. Это нормальная длина, примерно в среднем в районе 15 сантиметров. Поэтому и для ловли на поплавок очень удобно и правильно пользоваться поводочницами. Прикормка у нас готовая. Она слегка суховатая. Из-за того, что грунт мокрый, сильно сырой, это нам подойдет. Теперь грунт высыпаем в прикормку. Все это добро перемешиваем. Если бы был грунт не сырой, я бы грунта взял раза в 3 больше, чтобы было хотя бы 1 к 1 с прикормкой. Ну что, готово. В принципе, просеивать я не буду, все равно буду кормить шарами. Оставлю чуть-чуть прикормки для подкорма, если он понадобится. Карась. Вот это для подкорма мы чуть оставили. Всю остальную прикормку мы будем выкидывать сразу. Карась, особенно на ближних дистанциях, очень осторожная рыба. Несмотря на то, что он без проблем кушает прям с кормушек, поэтому он хорошо ловится на соски и тому подобное, он довольно капризен к шуму. Поэтому при ловле на удочке нужно соблюдать максимальную тишину. И бывает такое, что закорм, даже небольшой подкорм, полностью отпугивает рыбу, и она не подходит. Если при ловле на фидер он привыкает к постоянному шум, подача прикормки, шум, подача прикормки, и он привыкает и подходит, то при ловле на мах, когда тихо, 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 потом бах, шум, опять тихо, тихо, опять бах, шум.
он может такое полностью уйти с точки и больше не приходить. Поэтому вот эту всю прикормку мы сейчас выкинем сразу. Сейчас мы будем лепить шары из прикормки. Такие для удобства, чтобы было удобно кидать. Шары будем лепить разной плотности. Вот шарики. И вот эти все шары будем кидать в район ловли. Вот так как у нас здесь вал, будем кидать чуть-чуть ближе. Нам не надо идеально все шары ложить в одно место. Так, забыл добавить мотыля. Ладно. Немного добавим мотыля. Сильно много нам не надо. Тут старенький мотыль есть, был заморожен, а немного мы обязательно добавляем, чтобы карась, собираясь на точку, его выбирал из всей этой кучи. То есть на вот эту вот огромную кучу мотыля мы добавляем довольно немного. В итоге у нас получится вкусно пахнущее, большой объем прикормки с небольшим количеством живого корма. Рыба, собираясь на запах, увидя, что большой объем корма, но есть практически нечего, она будет стараться именно выбирать вот этого мотыля. Таким образом, ковыряясь в прикормке, поднимая муть, таким образом муть будет сильнее звать еще рыбу, создавать ажиотаж, и таким образом собирая еще больше рыбы. Ну, это в теории. Посмотрим, что у нас получится в практике. Если перед тем, как слепить шар, намочить руки, то эти шары, получается, сверху чуть более влажные, и эти шары будут дольше лежать, растворяться. Таким образом мы делаем шары, которые в разное время начнут работу. Ну вот, шары готовые. Такая вот кучка получилась. И сейчас все это мы будем выкидывать в точку ловли за один раз. Прям идеальная точность нам не нужна. Чуть-чуть дальше, чуть-чуть ближе. Кидаю специально, тем более там свал. Ну вот, закормились. Теперь у нас есть 20-30 минут, пока отпуганная рыба начнет подходить. Спокойно попить чайку и одеться потеплее. Рыбка подошла, поклевывает. Вроде пока все у нас получается. Пробуем дальше. Попадается таранка, попадается карасик. Вот такой красавчик-боец. Раз поклевывает, значит, все сделали правильно. Надеюсь, клевать не перестанет. Удочку оснастил, основная леска 0,14.
Поплывок на данный момент стоит 1,5-граммовый. Такая вот тараночка. Поплывок 1,5-граммовый. Крючок 12 на 10 поводке. Вот такой боец. Хорошая тараночка, хорошая. Не убегать. Вот такая красавица. Тараночка это хорошо, но мне больше нужен карась. Карасик небольшой. Маховая удочка, если правильно ее работать, при условии, что она достает рыбу, очень убойная вещь. В принципе, со своей подачей легко может обловить фидер. Главное, чтобы достать до рыбы. Если рыба стоит рядом, мы работаем тихо, правильно закормили, правильно подаем насадку, правильно отгрузили поплывок, сделали максимально чувствительным. И получается очень уловистая вещь. Я неоднократно попадал, когда меня на мах, я ловил на фидер, а меня на мах просто разделывали в хлам. У меня даже шансов никаких не было. Другое дело, если рыба стоит далеко и мах до нее не достает, тогда, скажем так, тогда у маха нет шансов. Да. Легкими удилищами, конечно, ловить полное удовольствие. Даже небольшая рыбка доставляет огромное удовольствие. Отличная погодка. Вчера целый день поливал дождь. Сейчас распогодилось. Выезжали из Краснодара, тоже моросил. Сейчас отличная погодка. Приехали сюда в 7:30, была температура -2. Лужи были прихвачены. Сейчас уже чувствуется плюс. Ветра нету, пол очень комфортно. Если погода не испортится, то будет отлично. Рыбка есть, рыба клюет. Наша задача ее наловить. При ловле на мах, так же как и при ловле на фидер, разная игра, поджиговка, притормаживание отлично сказывается на поклевке рыбы. Сюда, иди сюда. Карасик. На вот такую оснастку, когда основная 0,14, поводок 0,1 с 1,5-2-граммовым поплывком, я ловил амурчиков до килограмма, в принципе, без проблем. При правильной ловле на мах в работе всегда используется только одно удилище. Если правильно оснащенное удилище, правильно закормленная точка, правильно отгружен поплывок, правильно выставленная глубина, то будете с уловом практически всегда, если вы достали до рыбы. В принципе, можно иметь 3 удилища маховых, но ловить на одно,
чтобы в большинстве случаев оказываться с рыбой. Это 4, 6 и там 7, 8 удилищ. И в большинстве случаев вы будете с рыбой. Но при этом ловить всегда на одно удилище. На данный момент снастка у меня совершенно классическая для большинства условий. Под 15-сантиметровый поводок, потом подпасок небольшой, примерно в районе 15-20% от грузоподъемности поплавка. И примерно в 30 сантиметрах, 30-40 основная масса грузил. То есть это основная, скажем так, классическая оснастка, которая подходит для большинства условий ловли. Рыбы на точке очень много скопилось. Клюет практически в лед. Буквально через несколько секунд. Потом пробовал закидывать и дальше, и ближе. Результат одинаковый. Единственное, когда дальше по свалу, получается больше таранки. Когда ближе, больше попадается карасики. Класс. Огромное удовольствие ловить. Удилище какое-то китайское. Даже не могу понять, что за название. Я таких даже и не слышал. Но довольно легкое, приятный строй. Концевой, само довольно быстрое. А в конце отрабатывает даже не по крупной рыбе отлично. Не тяжелое. Ну, я ловлю все равно с подставкой, если есть такая возможность. Я не являюсь спортсменом, никогда им не был. Платформа — это подарок моего друга Александра Шугаева. Саня, привет тебе, дружище. У меня серьезная травма спины, и после рыбалки на стульчике могу вообще перестать на какое-то время ходить. Спина не выдерживает нагрузки. А вот именно на платформе я без проблем целый день провожу сессию, себя отлично чувствую, без всяких нагрядок. Поэтому я искал себе какой-нибудь недорогой стульчик. Думал, без педаны что-нибудь купить. Сейчас такие модели начали появляться. Я нашел на eBay. Но Саша предложил мне вот свою первую платформу. Спасибо тебе, дружище. Иди сюда. Вау, вау, класс. Шикарно. Да. Рыбы очень много, уже несколько штук попалось сбагренных. То есть на точке там просто зверский ажиотаж. Поверьте, маховая удочка с катушкой, с толстой леской совершенно не нужна. Не надо закидывать, максимально стараться далеко. Нужно лучше прикормить рыбу большим объемом прикормки правильно и ловить там, где тебе комфортно, чем закидывать какую-то даль, ставить большие поплавки, не видеть поклевки. Попробуйте половить на вот такие простые маховые удочки, и вам очень понравится. Поклевки видно изумительно. Если правильно отгрузил, я вижу, когда чуть-чуть приподнялось, рыба приподняла, у меня появляется черное тело самого поплавка. То есть я вижу, рыба взяла и приподняла. Антенка уменьшилась, значит рыба потянула, придавила, держит. Все поклевки видно очень хорошо, даже с моим зрением, не очень сильным. Придавил и держит на месте. И резко не уходит. Значит, это скорее всего карась, так и есть.
Антох, кайф. Я тебе говорю. Ты веришь мне, что кайф? Нет. Вот такие экземпляры тараночки попадаются. Вот что интересно получается. Стал ловить на чистого мотыля без опарыша. Пошли карасики. То есть отрезал таранку насадкой. Возможно, из-за того, что на дне прикормки добавлен мотыль, карасик на него реагирует. Таранки подавай в первую очередь опарыша. Вот уже несколько подряд карасиков поймал и ни одной таранки. И именно на чистого мотыля. Сейчас попробуем чуть-чуть подсадить мотылю опарыша. Карасик забагренный. Или таранка отошла. Тоже возможен как вариант. Зашел массово карась. И отошла таранка. Тоже как вариант возможен. Пока проверяем. Карасик. Да, возможно, таранка просто из-за карася отошла. Классная погода. Первый весенний день. И нас так порадовал погодой. Отлично, супер все. Класс. Иди сюда, иди. Карасик. Да, карасик вытеснил таранку. Собралось много карася, он вытеснил таранку. Она стоит выше, а на дно опускается реже. Ну, это на белого. Вот на белого пара карасик идет. Да, значит, это не мотыль сработал, это просто карась вытеснил таранку. Вот сейчас ловлю просто на опарыше и клюют только карась. Иди сюда. Ну что, иди сюда. Да. Тараночка. Хорошая, добротная, азовская красавица. Ну вот, друзья, и половили сегодня. Маховая удочка рулит. Отличная рыбалка. Все получилось, как я и планировал. Хватило на целый день одного утреннего закорма, который я сделал. И все отлично работало. Карась сразу не зашел. Подходил постепенно. Сначала клевала вовсю таранка. В один момент была ситуация, когда я перешел ловить чисто на мотыля. И у меня начал ловиться только карась. Подумал, что именно мотыль нужен карасю. Но, как оказалось, это была небольшая ошибочка. Просто подошел карась и отогнал таранку. И стал ловиться на все. Наживка роли не играла. Белый опарыш, красный опарыш, мотыль, комбинации клевал совершенно одинаково. Рыбы было много. Стояла очень плотно на точке. Много багрилось. Пробуйте. Я думаю, и у вас будет получаться. Ставьте класс. Подписывайтесь. До новых встреч, друзья.